Why in Bhagavad Gita, Krishna is always asking you to rise above both distress and happiness. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна просит Арджуну подняться над вот этой двойственностью страдания и счастья. How many of you have wondered about this principle? И кто из вас задавался этим вопросом по этому принципу, что это значит? Okay, we should rise above distress. Yes, everyone knows that, right? Ну, мы понимаем, что надо подняться над страданиями. Это все понятно. But why should we rise above happiness? Зачем нам подниматься над счастьем? There seems to be a contradiction. Есть какое-то противоречие. We say chant and be happy, and then we say rise above happiness. Мы говорим, воспевайте, будьте счастливы, а тут вы говорите, поднимитесь над счастьем. So it seems then that by chanting Hare Krishna, you get a different experience of happiness than what we thought. И оказывается, что когда мы воспеваем святые имена, то мы можем получить опыт какого-то другого счастья, чем которое мы испытывали. So in the beginning, we tell everyone, chant and be happy. И вот вначале мы говорим всем, воспевайте, будьте счастливы. And naturally, what do people think? И что естественным образом люди думают? I know what happiness is, so if I chant, I'll have that happiness that I have in my conception. И вот они думают, о, отлично, я сейчас начну воспевать, и у меня будет вот это счастье, которое у меня в моих представлениях, какое счастье должно быть. They don't realize that by chanting Hare Krishna, their conception and experience of happiness will change. Они не понимают, что с тем, как они начнут воспевать святые имена, их концепции, представления о счастье полностью поменяются. If we really want to be, to give a full explanation, we would say, chant and you'll be happy in a way you don't understand now. Если бы мы полностью объясняли, что это значит, воспевайте, будь счастливы, мы бы сказали, воспевайте, и вы будете счастливы так, как вы никогда не имели такого опыта счастья, представления. But that's just too much to tell people at the beginning, right? Но это очень сложно объяснить людям вначале, да? You're on Harinam. Харинаме. People ask, what is this? What are you doing? И вот люди спрашивают, что вы делаете, что такое? Chant, and you will be happy in a way that you don't understand. И вы воспеваете, и вы будете счастливы таким способом, который вы не понимаете. It's not going to work, right? Так не сработает, да? But it's true. That is the truth. Но это правда, это по-настоящему правда. So we've just abbreviated the whole explanation. Мы просто так сократили немножко это выражение. Made it very compact. Ну, чтобы так легче было. Chant and be happy. Просто воспевай, будь счастлив. But sometimes, many times, even our own devotees don't understand the full purport. И даже у нас в обществе преданных мы часто не понимаем полное значение этого выражения. Sometimes even many times even our own devotees become doubtful. И очень часто наши, преданные уже, которые практикуют, начинают сомневаться. I'm chanting, but where is the happiness that I anticipated? Я воспеваю, но где же это счастье, которое я предполагал, что оно придет? Therefore, while chanting Hare Krishna, return to material nature for shelter. И вот после длительного воспевания, не получив там дозу счастья, мы начинаем обращаться к материальной энергии за прибежищем. Right? Да? My dear material nature. О, моя дорогая материальная энергия. I'm chanting Hare Krishna. Ты же знаешь, я воспеваю Харе Кришна. But there seems to be something missing. Ну, чего-то там вот все-таки не хватает. Now, of course, I do plan to go on chanting Hare Krishna. Я, конечно, у меня есть в планах продолжать воспевать святые имена. But I need some shelter. Но мне нужно вот прибежище где-то найти. I need some nourishment. Где-то вот подкрепиться. I need some good old-fashioned material happiness. Мне нужно вот это такое старомодное, такое материальное счастье. I started chanting, and I thought that's what was going to happen. Я начал воспевать, я думал, что это произойдет. But it seems this chanting of Hare Krishna, it's taking you to some unknown place, which I'm not ready for now. Но кажется, что это воспевание Харе Кришны в какое-то место такое ведет непонятное, которое я сейчас не знаю. Perhaps when I'm 60 or 70 or 80, I'll be ready. Поэтому, может быть, к этому месту я буду готов, ну так, к годам 60, 70. But right now, I would like to experience some material happiness. Но сейчас мне вот нужно материальное счастье испытывать. So, I don't seem to be getting that from the Mahamantra. И кажется, что я это не получаю из Махамантры.
Therefore, I must take shelter of material nature. И поэтому вот прибежище я найду материальной энергии природы. While holding on to my japa beads. Ну, пока держусь за четки, все равно рукой. Yes, you recognize the situation? А кто-нибудь узнает эту ситуацию? So, let us look at the reality. Давайте посмотрим на реальность. Do we really know what is happiness? Мы знаем, что такое настоящее счастье. And why does Krishna say that you should transcend both material distress and material happiness? Почему Кришна говорит, поднимитесь на и материальным счастьем, и материальными страданиями? I gave you a hint in the Bhagavatam class this morning. Я вам сейчас подсказку дам из класса по Бхагаватам этим утром. You see, both material distress and material happiness are composed of the three modes of material nature. Надо понять, что и счастье материальное, и страдания, они сотканы из трех гун материальной природы. The modes of material nature mean bondage. И вот эти качества материальной природы означают, что они вас связывают. So how can there be happiness in bondage? И как может быть счастье, когда вы связаны? This is what Lord Kapiladeva is teaching in the 25th chapter of the third canto. Это то, что Господь Капиладева обучает нас этому в 25 главе 3 песни Бхагаватам. So I'd like you all to think about these things. Я хочу, чтобы все над этим сейчас задумались. I want material happiness. Я хочу материальное счастье. Material happiness comes from the three modes of material nature. Материальное счастье приходит через три гуна материальной природы. But the three modes of material nature mean bondage. Но эти гуны означают, что они вас связывают. How can I be happy in bondage? Как я могу быть счастлив, если я связан? So, sattva guna, the mode of goodness, provides knowledge. Давайте возьмем саттва-гуну, например. Она дает знания. Material knowledge, as well as some preliminary knowledge leading to spiritual development. И вот саттва-гуна она дает материальное знание, конечно, и такое поверхностное, которое ведет к духовным знаниям, поверхностное знание. What does rajagun, mode of passion, provide? А раджа-гуна что дает? Страсть. No knowledge. Никакого знания. Just the impetus for material enjoyment. Просто импульс к материальному наслаждению. And what does tamaguna, the mode of ignorance, provide? А тамагуна что невежество дает? Neither knowledge or impetus for material enjoyment. Ни знания, ни даже вот эти импульсы движения к материальному наслаждению. The mode of ignorance simply provides madness and bewilderment. И тамагуна, она просто дает невежество и иллюзию. Yet, we're looking at the three modes of material nature for happiness. И вот мы смотрим, пытаемся найти это счастье через три гуна материальной природы. What do you think about that? И что же вы думаете по этому поводу? Now I know many of you will say, but what do you expect of us? Ну, я знаю, многие из вас скажут, а что вы от нас ожидаете вообще? We don't know anything else. Мы же ничего другого не знаем. Doesn't Krishna understand that? Разве Кришна это не понимает? We have to go for what we know. Мы должны идти за тем, что мы знаем. We have to get what we know. И должны получить то, что мы знаем. What's wrong with trying for material happiness? И вообще, что плохого просто идти за материальным счастьем? But why should we try? Why should we endeavor for chains that bind us? Но с другой стороны, зачем мы должны отправляться в путешествие за тем, что нас в итоге в конечном счете свяжет? So at least we should start to consider that the material happiness we long for is composed of things that enslave us. И нам хотя бы нужно для начала немножко задуматься, что вот это материальное счастье, оно как бы сделано для того, чтобы нас поработить. I'd like you to be brave and to start to consider this. Я хочу, чтобы вот вы стали такими смелыми и начали хотя бы допускать эту мысль. I know it's a little scary for some of you. Это, конечно, немножко страшно для некоторых из вас. To dare to think that my aspirations to be materially happy are putting me in bondage. И начать вот так вот осмелиться так думать,
что материальное счастье, за которым я гонюсь, меня на самом деле свяжет в итоге. Now you may think, this is something that I hear about in Bhagavad Gita class, but does this really apply to real life? И вы можете также подумать, что это то, что я слышу вот в лекции по Бхагавад-гите, но разве я могу это реально в жизни как-то применить? In Bhagavad Gita class you hear about rising above happiness and distress, but that statement goes in one ear and out the other. В Бхагавад-гите мы, конечно, слышим, что нужно подняться над страданиями и счастьем этого мира, но как же в реальной жизни это применить? Right? As soon as you leave Bhagavad Gita class, you're dealing with the real world. И когда уходишь с лекции по Бхагавад-гите, все, у нас теперь реальная жизнь перед нами, мы должны узнать. And the real world means that you want to be happy. А реальный мир, он от вас просит, чтобы вы нашли это счастье здесь. And what is happiness? И что такое счастье? Well, we all know. Мы все знаем, конечно. Nothing special. Ничего там необыкновенного нет. So how does the chanting of Hare Krishna bring us the happiness that we are so familiar with? И как же воспевание Харе Кришна приводит нас к счастью, которому мы, как мы можем сопоставить с тем, что мы знаем, с чем мы знакомы? Maybe some of you know someone who stopped chanting because they said, I was chanting, but I'm not happy. Может, вы даже кого-то знаете, кто воспевал и перестал воспевать, он говорит, я воспеваю, но я несчастлив. How many know someone like that? Кто знает вот таких людей? Поднимите руку. Yeah. Да, есть. I was chanting so many years, and I wasn't happy. Я воспевал столько лет, но я не был счастлив. So again, I'd like to present to you the point that maybe we do not know what is happiness. И я снова хочу вам предоставить вот эту мысль к размышлению, что, может быть, мы все-таки не знаем, что такое настоящее счастье. How many of you would dare to consider this point? Кто из вас вообще осмеливался так подумать или принять эту мысль? How many of you find it a little frightening? А кто из вас находит это немножко Be honest, устрашающим? be honest. Только будьте честными, давайте. Yeah, a bit too much, huh? Немножко слишком, чересчур, да? You think, I've been suffering in material life, and now I hear chant and be happy, so I just want to be happy in the way that everyone knows happiness is. И вот вы думаете, я вот страдал и так уже в материальном мире, вот теперь я начал воспевать и все равно страдаю, а я просто хочу быть счастливым, нормальным в этом мире. And now you're frightening me by saying that chanting Hare Krishna won't give me the happiness that I am so familiar with. И теперь еще вы меня запугиваете, что мне воспевание Харе Кришна даст какое-то, счастье, с которым я еще и не знаком вообще. So first of all, we have to accept that what we think is happiness is not. Для начала нам нужно принять эту мысль, что то, что мы думаем является счастьем, на самом деле счастьем не является. And this requires some bravery and courage. И для этого требуется немножко храбрости и смелости.